Всем привет, это Денис, и вы на канале Дэн Электро. Сегодня я покажу, как сделать вот такое интересное устройство. Это портативная переносная электронная нагрузка. Она сделана в максимально компактном исполнении, чтобы ее можно было быстро достать, быстро включить, быстро испытать блок питания или аккумулятор и быстро убрать. Ее можно переносить в кармане, а работать она будет от пауэрбанка. На короткий промежуток времени электронная нагрузка может рассеивать до 100 Вт тепла, на продолжительное время от 15 до 20 Вт. Моя электронная нагрузка будет собрана по этой схеме. На территории СНГ она очень известна. Можно сказать, что она стала уже классической. Первый раз была представлена в журнале Радио за 2005 год. Ссылку на скриншот этой статьи я оставлю в описании. Если кому-то интересно и хочет подробно ознакомиться с работой этой схемы, то может ее скачать. Схема состоит из одного десятка деталей. Использована одна микросхема LM358, это двойной операционный усилитель, а силовая часть собрана на полевом транзисторе RF3205. Испытуемый блок питания подключается слева. Его напряжение должно быть не больше рабочего напряжения используемого транзистора. Предельно допустимое напряжение для RF3205 55 вольт. Значит, я могу подсоединять блоки питания с напряжением 55 вольт. Максимальный ток, который можно пропускать через этот транзистор, заявлен в 110 ампер. Но это только при температуре 25 градусов. Чтобы охладить транзистор до такой температуры, вам понадобится жидкий азот. В даташите есть вот такой график, в котором отображается зависимость тока от температуры. Чем больше у транзистора температура, тем меньше пропускной ток. Иначе транзистор может сгореть. Также по даташиту RF3205 может рассеивать на себе до 200 Вт тепла. Для такой маленькой штучки это очень много. Это будет работать только при очень хорошем охлаждении. Поэтому каждый раз, подавая напряжение на электронную нагрузку, надо считать в уме, сколько тепла она рассеивает. Если я, к примеру, подаю 20 вольт и ток будет 5 ампер, то значит транзистор будет рассеивать на себе 100 Вт тепла. И наоборот, я могу сделать напряжение 5 вольт, а ток будет 20 ампер. И мощность будет точно такая же. Но этими характеристиками лучше не пренебрегать, так как очень часто сейчас встречаются поддельные транзисторы. И не факт, что ваш транзистор выдержит все заявленные характеристики. Пусть даже вы обеспечите хорошее охлаждение. Схема электронной нагрузки работает по принципу стабилизатора тока. К примеру, если я выставлю нагрузочный ток в 1 ампер и с испытуемого блока питания подам 10 вольт, а затем начну увеличивать напряжение либо уменьшать, то ток будет оставаться на выставленном уровне. А регулировка тока осуществляется при помощи переменного резистора R5. Чем больше его сопротивление, тем больше будет нагрузочный ток. Если он выкручен на минимум и его сопротивление 0 Ом, то и ток будет минимальным. Измерение тока производит микросхема LM358. Это происходит на резисторе R1 с сопротивлением 0,1 Ома. В этой схеме он используется в роли шунта. Резистор должен быть мощным, чтобы не сгореть от большого тока. Каждый будет подбирать его индивидуально для своей электронной нагрузки. У меня этот резистор будет небольшим, так как максимальный ток, который будет использоваться в моей электронной нагрузке, будет всего 3 ампера. Для работы схемы нужно отдельное питание. Электронная нагрузка должна работать от стабилизированного напряжения. У меня это 12 вольт. Под свой девайс схему я немного изменил. Переменный резистор на 220 кОм заменил на 2,2 мегаома. Последовательно с ним добавил подстрочный переменный резистор на 220 кОм. Этим резистором ограничивается максимальный ток электронной нагрузки. Для стабилизации входного напряжения я использовал микросхему LM7812. Из нее будет выходить 12 вольт, а на ее вход будет подаваться 14 вольт. Также от напряжения 14 вольт
я запитаю небольшой вентилятор для охлаждения электронной нагрузки и небольшую светодиодную подсветку. Для отображения тока и напряжения в электронную нагрузку будет установлен вольт-амперметр. Это обычный китайский вольт-амперметр, хорошо известен всем радиолюбителям. У него всего 5 проводов. 2 толстых, черный и красный, и 3 тонких, красный, черный и желтый. Тонкий черный провод я не подключал. Если электронная нагрузка будет использоваться без вольт-амперметра, то, как и в журнале, испытуемый блок питания будет подключаться сюда. А если с вольт-амперметром, то испытуемый будет подключаться сюда. Плюс остается там же, а вот минус пойдет через вольт-амперметр. В остальном схема осталась точно такой же, как в журнале радио. Шунт с сопротивлением 0,1 Ома я сделаю из 10 резисторов. Сопротивление каждого из этих резисторов по 1 Ому. Резисторы будут спаяны параллельно. Поэтому общее сопротивление получится как раз такое, как мне нужно. Резисторы совсем маленькие, их мощность всего по 125 мВт. Но при параллельном соединении ток в 3 ампера они легко выдержат. Транзистор, микросхема и ее обвязка будут располагаться на вот такой алюминиевой пластине. Она будет выступать в роли радиатора. Для охлаждения основного радиатора к нему прикручен круглый радиатор с ребрами, на котором установлен кулер. Между обоими радиаторами также намазана термопаста. Транзистор к радиатору притянут болтом, и под ним, естественно, находится термопаста. Сток транзистора напрямую соприкасается с радиатором, поэтому, чтобы ничего не замкнуло, на него я наклеил изоленту. Корпус будет сделан из старого мультиметра. Чтобы вольт-амперметр вставился на то место, где был дисплей, надо увеличить окно при помощи кусачек и напильника. Внутри все лишнее надо демонтировать и максимально освободить место. В задней крышке надо сделать то же самое и сделать очень много отверстий. Через них горячий воздух будет выходить наружу. В корпусе от мультиметра радиатор со всей схемой разместился вот так. Это подстроечный резистор на 220 кОм. Это шунт из 10 резисторов. Это светодиодная подсветка и стабилизатор напряжения 7812. Нагревается он не сильно, поэтому радиатор для него здесь не нужен. Помимо всего этого, осталось еще много проводов. Этот провод с красным крокодилом будет подключаться к плюсу испытуемого блока питания. Черный к минусу того же блока питания. По этому проводу будет идти питание для работы электронной нагрузки. Это переменный резистор на 2 мегаома для настройки тока. Красный и черный провод пойдут на вольт-амперметр. По ним будет проходить ток, который мы будем измерять. И оставшийся разъем с проводами подключаю туда же на вольт-амперметр. Теперь остается самое сложное. Затолкать это все внутрь, чтобы ничего не развалилось и все работало. Корпус я закрыл. Хорошо, что у него по бокам есть много защелок, поэтому его половинки не расходятся. Теперь на переменный резистор надо накрутить гайку, чтобы он плотно держался. Провода, которые подключаются к вольт-амперметру, вывел пока наружу. Их надо будет подсоединить к плате и вставить вольт-амперметр в окно корпуса. На обратной стороне осталось вставить крышку батарейного отсека. Толстые провода, черный и красный, были соединены вместе пластмассовым разъемом. Он был слишком высоким, и из-за него вольт-амперметр не до конца вставлялся в корпус. Его пришлось разломать и оставить только металлические наконечники. Еще полчаса работы, и все, прибор полностью готов. На отверстие от проводов я приклеил пуговицы.
А ручку регулятора тока сделал из колпачка от зубной пасты. Ручки под такой регулятор у меня были, но они очень большие. Сзади я вставил крышку. После установки вольтамперметра половинки корпуса немного разошлись, но держатся. Если они когда-нибудь сломаются, можно будет закрутить мелкие саморезы. В целом выглядит классно, мне очень нравится. Теперь все готово. Можно включить и посмотреть, как работает прибор. На питание подаю 14 вольт. Вентилятор закрутился, светодиодный индикатор загорелся. Пока работает отлично. Синий светодиод рядом с вентилятором тоже работает. Кстати говоря, вентилятор получился очень шумный. Но видимо это связано с тем, что он очень высокооборотистый и для своих размеров дует совсем неплохо. Для первой проверки подсоединю старый аккумулятор. Он сильно разряжен, напряжение на нем сейчас чуть больше 10 вольт. Вращаю регулятор, ток начинает увеличиваться, и напряжение на аккумуляторе под действием нагрузки начинает проседать. Но это из-за того, что он сильно слабый. Но уже видно, что электронная нагрузка работает как надо. Теперь испытаю электронную нагрузку по-настоящему. Подключу ее к какому-нибудь блоку питания. Блок питания подключен к электронной нагрузке сейчас через этот мультиметр. Блок питания за кадром, он уже включен в сеть, и теперь я включаю электронную нагрузку. На вольтамперметре видно, что с блока питания я сейчас подаю 10 вольт. Так как регулятор нагрузки выкручен на минимальное значение, то тока потребления сейчас никакого нет. Но на самом деле электронная нагрузка кое-какой ток все-таки потребляет. Вольтамперметр этого не показывает, но мультиметр видит даже самый маленький ток. На мультиметре видно, что электронная нагрузка сейчас потребляет 40 мА. Это будет у меня минимальным током. Если нагрузку немного увеличить, то ток подрастет, и вольтамперметр начинает его видеть. Это начинается примерно со 150 мА. Если ток меньше, то он не совпадает с тем, что показывает мультиметр. Вообще эти дешевые вольтамперметры очень часто показывают не совсем корректный и ток, и напряжение, поэтому к их показаниям я отношусь всегда со скептицизмом. Убавлю ток и уберу мультиметр. Подключу блок питания напрямую к электронной нагрузке. Параллельно блоку питания добавлю другой мультиметр. Он будет показывать напряжение, идущее с блока питания. По сути дела, это же напряжение будет отображаться и на электронной нагрузке. Просто когда напряжение под действием электронной нагрузки начнет проседать, я хочу, чтобы вы поняли, что напряжение проседает не в электронной нагрузке, не где-то на ее переходах, а именно на проводах, идущих от блока питания. Сначала выставлю напряжение 3 вольта. Вращаю регулятор и увеличиваю мощность электронной нагрузки. Регулировка довольно чувствительная, поэтому крутить нужно осторожно. Но так как я сейчас хочу сделать ток на максимум, то буду крутить очень быстро. Как я уже и говорил ранее, максимальный ток на моей нагрузке будет ограничен током в 3 ампера. Напряжение немного просело, но это уже проблемы длинных тонких проводов и блока питания. Попробую увеличить немного напряжение. Сначала 5 вольт, ток остался прежним. И 10 вольт, ток остался стоять на месте. Не уменьшился и не увеличился. Можно было бы поднять напряжение еще больше, но я боюсь, что при таком токе и большом напряжении нагрузка очень сильно разогреется. Убавлю ток до 420 мА. Теперь можно повышать напряжение. И заодно также попутно посмотрим на стабилизацию тока. 15 вольт. Ток стоит все так же на месте. Сделаю 20 вольт. Ток также 410 мА.
30 вольт. Ток все еще стоит на месте. И максимальное напряжение, которое может выдать мой блок питания, 36 вольт. Сила тока как была, так и осталась на уровне 410-420 мА. Тут трудно понять, так как на вольтамперметре показания тока немного постоянно прыгают. Увеличу немного ток, выставлю 620 мА и буду понижать напряжение. Еще раз хочу убедиться, что стабилизация тока отлично работает. Я опустил напряжение до 1,5 вольта и ток остался прежним. Как и раньше, ток можно опустить до минимума и напряжение немного восстанавливается. Если регулятор выкрутить на максимум, то при 3 амперах с 1,5 вольта напряжение падает до 1. Очень хорошо, что эта электронная нагрузка работает даже на низкое напряжение. Если у меня, допустим, будет мощный никель-кадмиевый аккумулятор, у которого номинальное напряжение всего 1,2 вольта, то этой электронной нагрузкой его вполне можно будет нагрузить. Как я уже сказал ранее, рассеиваемая мощность этого девайса небольшая, всего 15-20 Вт. Но сейчас ненадолго попробую выжать из него большую мощность. Сначала подниму напряжение до 20 вольт. Увеличиваю ток и сделаю его максимальным – 3 ампера. Получается, сейчас на электронной нагрузке рассеивается 60 Вт тепла. Пока из отверстий в корпусе воздух идет холодный. Но в правом нижнем углу, там где находится транзистор, уже ощущается тепло. Транзистор очень быстро нагревается. Но 100 градусов тут еще нет. Я думаю, с этой штукой можно испытывать и блоки питания на 100 Вт. Только, конечно, также включать ее ненадолго. Теперь посмотрим, сколько электронная нагрузка потребляет тока от напряжения 14 вольт. Желтый мультиметр показывает ток 143 мА. Конечно, из этого тока львиную долю потребляет вентилятор. Примерно 10 мА вольт-амперметр и всего несколько мА сама схема электронной нагрузки. Теперь посмотрим, что будет, если электронная нагрузка будет подключена к какому-нибудь испытуемому блоку питания, и во время этого я отключу питание электронной нагрузки. С испытуемого блока питания сейчас идет 10 вольт и ток нагрузки 3 ампера. Отключаю питание электронной нагрузки, дисплей погас, кулер остановился, а ток нагрузки упал до нуля. Теперь снова включу электронную нагрузку, опущу ток до минимума, чтобы ток был всего лишь 40 мА, и переведу вольтамперметр в режим измерения миллиампер. Также отключаю питание электронной нагрузки, и ток снова становится 0 ампер. Только после включения электронной нагрузки она снова начинает потреблять ток. Это очень хорошо. Значит, электронная нагрузка без напряжения не действует как постоянный резистор. Как я уже сказал, электронная нагрузка будет работать от 14 вольт. Чтобы каждый раз с собой не таскать какой-нибудь блок питания, она будет запитываться от пауэрбанка на 5 вольт. На конце питающего провода электронной нагрузки будет небольшой повышающий преобразователь из 5 вольт в 14. Преобразователь будет втыкаться в пауэрбанк. Кстати, если вы интересуетесь электронными нагрузками, то можете посмотреть один из моих старых роликов. Там я тоже собирал электронную нагрузку, но уже на микросхемах LM317. Это более мощный вариант на 200 Вт, но схему можно легко изменить под любую мощность. Схема также работает по принципу стабилизатора тока
но имеет ряд преимуществ. Схема имеет защиту от перегрева, защиту от перегрузки по мощности и защиту от превышения тока. Плюс в том, что все эти защиты не надо делать, они уже встроены в саму микросхему. Ссылка на этот ролик будет в правом верхнем углу и в описании. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, если кому-то что-то непонятно. И всем пока!